Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Маша, и вы на канале Вкусно, Просто и Доступно. Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне за новым рецептом, и я надеюсь, мне удастся вас сегодня удивить, ведь я давно обещала вам показать, что же я готовлю из тонкого сала. Надеюсь, вам понравится, а если же вам интересно, как я готовила вкусную и недорогую закуску, оставайтесь со мной, сейчас вам все расскажу и покажу. Поехали! С чего я начинаю? Смотрите, есть у меня один такой большой кусок сала, тонкого сала. Если у вас нет возможности приобрести вот такой большой, может быть два поменьше, вот такие кусочки может быть, и потом готовить этот рулет по принципу, как я готовила закуску мясную матрас. Но сегодня мне удалось выбрать вот такой большой кусок тонкого сала со шкуркой, и я хочу из него сделать рулет. Этот рулет достаточно недорогой, но в итоге действительно получается вкусным. Смотрите, делаем вот такие надрезы, но не до конца, чтобы не повредить шкуру. Кстати, я перед тем, как вот это все готовить, сало вымочила хорошо в воде, потом шкурку очистила. Но у меня это сало, естественно, вы понимаете, что домашнее, но вы, конечно же, можете приготовить это все и из магазинного сала. И еще вот так вот. Смотрите, как в итоге у меня все получилось, как манго нарезаем, да? Смотрите, вот у меня, вы видите, я местами немножко срезала сало, чтобы оно не было слишком толстым. Вот такое вот в итоге у меня все получилось. Начну я с того, что сейчас его заправлю. Во-первых, и такое бывает. Во-первых, нужно посолить. Также я добавлю немножечко сухого чеснока, но можно использовать и свежий. Все пропорции, друзья, я напишу, как всегда, в начале этого ролика. Ну и, конечно же, вы сможете найти в описании. И здесь у меня моя любимая сухая аджика, и я взяла еще паприки. И этим всем сейчас хорошо натрем сало. Все, пока в сторону. И можно приготовить начинку. Такой рулет достаточно получается недорогим. Смотрите, на вот тех 1,5 килограмма сала тонкого, которое у меня есть, я взяла 300 грамм фарша. Естественно, можно взять и больше, но вот эта пропорция мне нравится. И также я добавляю 300 грамм уже отваренного риса. Рис, друзья, используйте лучше всего именно вот такой круглый, чтобы он был хорошо клейким. Я с этого риса готовлю суши, вкусно получается. Дальше я добавлю сюда соль и перца. Все, больше специй никаких не буду добавлять, так как мы заправили шкурку, точнее тонкое сало. Ну и фарш хорошо перемешаем. Этот фарш получился такой, как на ежике я делаю для детей. А вы видели мой ролик по заготовке еды? Там перерабатывала мясо, делала различные полуфабрикаты. Кстати, вы можете даже сделать впрок и такой рулет. Сейчас его заправить полностью, потом просто и заморозить, а потом просто отварить, когда вам нужно будет, если вам он сейчас не нужен. Так это очень удобно делать, когда закололи кабана и делаем заготовки. Так что именно там я и научилась такое готовить. И распределяем равномерно фарш небольшим, не очень толстым слоем по всей поверхности сала. Я, кстати, руки немножко смочила водой, и теперь это удобно все распределять по салу. Благодаря тому, что я добавила такой рис, который имеет хорошую клейкость в этот фарш, у нас рулет не будет разваливаться при нарезании. И к тому же он сделает эту закуску не такой жирной. Смотрите, я сейчас это все сверну рулетом, но еще раз повторюсь, если у вас, например, нестандартные вот такие небольшие кусочки сала, можно выложить это вот таким образом, как хлебец. Вот так, потом еще один положить, второй положить. В общем, выйти из ситуации можно любой. Здесь уже фантазия, главное суть, а там дальше уже смотрите и подстраивайтесь под свою ситуацию. И вот это все сейчас нужно
постараться максимально плотно завернуть. Вот видите, что я сделала, потому что у меня ножи действительно очень острые. Смотрите, я начинку на достаточно хороший такой пласт не добавляла. Рулет готов. Дальше рулет нам нужно в 2-3 частях плотно связать ниткой. Если вы любите, в этот рулетик можно добавить еще морковь, порезать или натереть на крупной терке и добавьте в фарш. Но я вам скажу сразу, что вот такая закуска из просто салом и мясом может сохраняться в холодильнике около недели точно. А вот уже с морковью она может быстрее закиснуть. Я такую закуску еще и даже вот сейчас я приготовлю, половину я сразу же отправлю в морозильную камеру, а половину мы будем сразу кушать. Так что здесь вы уже смотрите сами. Если вы уверены, что вы ее съедите за несколько дней, тогда можете и добавить морковь. Видите, рулет уже хорошо держит форму. И нам нужно сейчас его обернуть в рукав для запекания. Конечно же, можно взять и полиэтиленовые пакеты, можно взять и пищевую пленку. Я раньше варила в пакетах сало, но все-таки я считаю, что рукав для запекания, он предназначен для термической обработки. Хотя у нас и не будет высоких температур, но все-таки лучше я беру рукав или фольгу. И то, что у нас может через вот это вот отверстие, через это все вытекать жир, в этом нет ничего страшного. Я вам скажу, что еще лучше немножко жира выплавится в воду. Я же воду тоже заправлю, и она таким образом и пропитает нашу закуску. В общем, вот я обкрутила вот в несколько слоев, это более чем достаточно. Но я сейчас сверху еще раз завяжу ниткой для того, чтобы рукав во время варки не вздувался. Что я делаю дальше? Мне нужна такая большая кастрюля, чтобы сало поместилось. Вот видите, оно у меня так и так поместилось в этой кастрюле. И тем более я вот так вот его плотно запихаю, да. И когда это все будет вариться, оно не будет всплывать наверх. Если у вас кусок поменьше и в вашей кастрюле оно всплывает, можете взять какую-то тяжелую стеклянную тарелку или небольшую форму для выпечки, положить, а только тогда закрыть крышкой. Но я еще сейчас в воду добавлю соли, 2 чайные ложки. У меня здесь 3,5 литра воды. Ну, здесь не важно, нужно просто, чтобы вода имела вкус, так как если у нас она будет просачиваться в сало, чтобы сало не получилось безвкусным, чтобы весь вкус не вышел в воду. Душистого перца горошком и черного перца горошком, или же смесь. Все. Вода у меня сейчас холодная. Включаю я большой огонь. И как только вода закипит, я сделаю минимальный огонь и будем варить вот этот рулет минимум 2 часа. Ну что ж, посмотрите, друзья, вода у меня фактически еще сильно, так как ей нужно, не кипит, но уже начали появляться вот такие пузырьки. Еще минута 2 и она хорошо закипит. Я делаю на этом этапе минимальный огонь. Снова-таки накрою все крышкой и буду варить, скорее всего, 3 часа, так как рулет достаточно большой. Итак, посмотрите, прошло у меня ровно 3 часа. Видите, это сало не сильно кипело, но то, о чем я говорила. Жир вот выделился. Это означает, что все-таки рулет был не очень плотно закручен. Но в этом нет ничего страшного. Мы же воду заправили, значит у нас будет вкусное ароматное сало. Я сейчас аккуратно его буду вынимать из воды. Рулет еще горячий, но я сразу же накрываю миской, досточкой, и нам нужно поставить груз. Я в качестве груза поставлю гирю, они у меня весом по 1 килограмму, то есть груз 2 килограмма. Будет более чем достаточно. Сейчас я вот это все остужу до комнатной температуры, потом отправлю в холодильник на несколько часов, чтобы рулет застыл хорошо. Сало провело в холодильнике уже целую ночь. Ну и давайте посмотрим, что в итоге у нас получилось. Оно застыло уже хорошо. Будем сейчас снимать рукав. Так, сняла я пленку. Рулет получается достаточно большим.
и плотным. Ну и давайте разрежем, посмотрим, что там получилось. Это мне уже самой интересно. Посмотрите, какая красота в разрезе. Все хорошо приготовилось. Отлично держит форму. Супер. И вот посмотрите, друзья, какой результат. Недорого, вкусно и просто. Я думаю, друзья, что такой рецептик понравится абсолютно всем. И как для меня это просто отличная закуска и стоит недорого. Ну а если же вам понравился такой рецепт, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про колокольчик. До новых встреч всегда на канале Вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью, будьте здоровы. И также, друзья, не забывайте о фотоотчетах. Вам не сложно, а мне очень приятно. Пока-пока!